Глубоко в сердце округа Олд-Бридж раскинулся лес Сильвервуд, покрытый вековыми деревьями и холмистым подлеском, который когда-то был оживленной средой обитания бесчисленных существ. Однако за прошедшие десятилетия лес потерял многие из своих местных видов, в основном из-за вырубки лесов и вмешательства человека. К началу 2000-х годов он превратился в экологическую оболочку своего прежнего «я», лишенную богатого биологического разнообразия, которым он когда-то мог похвастаться. Представители службы охраны дикой природы заметили, что птичьи крики стали реже, а мелких животных, которые когда-то процветали под пологом листвы, заметно не осталось. Многие считали, что Сильвервуд обречен на вечный упадок. Затем команде ученых и экологов из Брэкстона пришла в голову замечательная идея. Институт окружающей среды. Возглавляемая доктором Харриет Моррисон, группа разработала неортодоксальный план по расселению огромной популяции крабов, насчитывающей миллионы особей, в лесных районах. Их гипотеза основывалась на многолетнем изучении прибрежных районов, где сухопутные крабы помогали проветривать почву, уничтожали разлагающуюся растительность и поддерживали важнейший экологический баланс. Хотя появление крабов в лесу может показаться странным, доктор Моррисон полагал, что при правильном уходе эти ракообразные могут восстановить питательные вещества в почве и способствовать возрождению местной флоры и фауны. Когда план был впервые предложен, он был встречен скептически и даже насмешливо. «Крабы в лесу?» — спросили местные газеты. «Что за чушь?» Многие жители опасались, что наводнение лесов клешневидными существами еще больше нарушит хрупкую окружающую среду или приведет к какому-нибудь неприятному сценарию нашествия крабов. Тем не менее, после тщательного планирования, пересмотра нормативных актов и небольших пилотных испытаний на контролируемых участках леса проект, наконец, начал реализовываться всерьез. В течение 6 месяцев грузовики доставляли контейнер за контейнером ярко-красных лесных крабов в тщательно отобранные места выпуска в западных районах Сильвервуда. Этот вид, прозванный командой «алыми болотными крабами», был известен своей выносливостью, способностью к адаптации и удивительной способностью удаляться от источников воды. Исследователи снабдили сотни из них крошечными отслеживающими метками, чтобы отслеживать их распространение, выживаемость и характер миграции. Многие эксперты сомневались, что крабы продержатся в холодные зимние месяцы, не говоря уже о том, чтобы преобразить лес, как это сделал доктор. Моррисон предсказал это. Тем не менее, научная группа продолжала работать. По их мнению, тщательно собранные данные указывают на высокую вероятность того, что ракообразные могут заполнить определенные экологические пробелы, оставленные вымершими видами. В течение нескольких недель после выброса видимые изменения были минимальными. Камеры, расставленные по всему лесу, запечатлели, как крабы ползают по бревнам, добывая гниющую растительность и роя неглубокие норы под корнями деревьев. Местные жители, которые осмеливались приблизиться к этому району, иногда замечали мелькающие среди листвы красные ракушки, но никаких сенсационных происшествий не произошло. Никаких страшных историй о том, как неудержимые ракообразные забредают на задние дворы, не было. Тем не менее, проект привлек нескольких любопытных зрителей. Студенты из биологического клуба Брэкстонского университета с шутливым преувеличением назвали это самым странным экспериментом со времен высадки на Луну. По прошествии первого года
команда доктора Моррисона заметила медленные, но ощутимые улучшения в составе почвы. В местах, где крабы копали, начали образовываться богатые запасы питательных веществ, которые насыщали кислородом слои, которые долгое время были уплотнены. Некоторые новые растения проросли более энергично. Присутствие крабов также, по-видимому, препятствовало чрезмерному росту некоторых инвазивных сорняков, поскольку эти существа рыскали по лесной подстилке в поисках пропитания. Несмотря на это, было еще слишком рано заявлять о победе. Многие в научном сообществе воздержались от суждений, указывая на то, что некоторые виды временно процветают в новых местах обитания, но позже терпят крах. Тем не менее, крабы не сдавались. К концу второго года было установлено больше фотоловушек для сбора более качественных данных. Ученые зафиксировали бесчисленные кадры, на которых алые болотные крабы переворачивают опавшие листья, обгладывают небольшие скопления грибов и время от времени дерутся друг с другом. Интересно, что появление крабов, по-видимому, также повлияло на местных хищников, так как лисы и еноты, которые ранее были редкостью, вновь появились, чтобы питаться новыми ракообразными. Вместе с ними появились совы и ястребы. Старая лесная симфония из криков, щебета и шелеста листьев, казалось, постепенно возвращалась к жизни. В конце третьего года доктор Моррисон описала феномен, который она назвала естественной синергией. Крабы, пожирая разлагающиеся растения и аэрируя почву, позволили местным растениям снова пустить корни. Это, в свою очередь, привлекло оленьи стада пастись на молодой траве. Крошечные земноводные нашли новые места для размножения среди сырых нор крабов. Вся экосистема вступала в новую фазу самообеспечения. Она выступила с докладом на крупной экологической конференции, где продемонстрировала поразительные снимки лисьих логовищ, расположенных рядом с районами, богатыми крабами, новый здоровый подлесок и даже возрождение угрожаемых видов папоротников, которые, как полагают, исчезли из Сильвервуда десятилетия назад. На четвертый год дебаты разгорелись с новой силой, когда в местных новостях появилось множество сообщений о крабьем буме в лесах. В интернете появилось несколько видеозаписей, на которых видно, как участки лесной подстилки выглядят как живые, покрытые ярко-красными раковинами, расползающимися во все стороны, что напоминает о драматических миграциях крабов на отдаленных островах. Несколько панических голосов предупредили, что это должно быть дурной знак. Однако данные, полученные командой доктора Моррисона, указывают на саморегулирующийся баланс. Старые крабы вымерли или стали объектом охоты, возвращая питательные вещества в лесную почву, в то время как молодое поколение продолжало заполнять экологическую нишу. Общая численность популяции, хотя и была огромной по сравнению с другими районами материка, оставалась относительно стабильной. К тому времени, когда наступила 5-я годовщина проекта, исследовательское сообщество было в предвкушении. Все задавались вопросом, останется ли система стабильной, будет ли она процветать или рухнет от непредвиденных нагрузок. Ученые решили провести обширное полевое исследование, собрав данные с более чем 100 фотоловушек, разбросанных по всему лесу. Доктор Моррисон сама провела пресс-конференцию, пригласив местные СМИ и некоторых скептиков из других учреждений ознакомиться с результатами. Среди собравшихся был доктор Омар Салазар, ярый критик, который однажды назвал эксперимент граничащим с безумием. Он стоял рядом с группой молодых аспирантов, скрестив руки на груди и подняв брови.
Презентация началась с основных статистических данных. Качество почвы улучшилось в среднем на 40% во всех обследованных зонах. Повысился уровень содержания необходимых питательных веществ. На большом экране показывали кадры с камер ловушек. Лисы гонялись за крабами, олени паслись, кролики паслись на оживленных кустах. По залу прокатились аплодисменты, но никто не был полностью готов к заключительному фрагменту видеозаписи. «Мы получили это видео всего 3 дня назад», — объявил доктор Моррисон. «Это иллюстрирует замечательную синергию, которая формируется в сердце Сильвервуда». На экране была видна залитая лунным светом поляна. Тысячи и тысячи крабов двигались в унисон, тихо клацая клешнями по опавшей листве. Со стороны на поляну осторожно вышла небольшая группа молодых лосят, без агрессии и паники ступая среди снующих красных ракушек. Крабы плавно расступились перед лосем, словно руководствуясь какой-то невысказанной истиной. Затем в левой части кадра появилась лисица-самка и ее котята. Целое семейство хищников, уютно живущее бок о бок с крабами, которые они употребляли в пищу как часть своего рациона. От этого зрелища у зрителей перехватило дыхание. Не было ни бешеной погони, ни паники. Животные ориентировались друг в друге со спокойной фамильярностью, как часть сбалансированной системы. Можно было услышать сдавленные вздохи и несколько приглушенных восклицаний. Доктор Салазар наклонился вперед, не сводя с нее глаз. Когда запись закончилась, он одним из первых зааплодировал. Во время заключительной части интервью местный журналист задал очевидный вопрос. Шеннон Пирс задала очевидный вопрос. Как это невероятное партнерство удалось вопреки стольким сомнениям? Ответ доктора Моррисона был столь же скромным, сколь и победоносным. Мы пошли на риск. Мы изучили данные, выявили пробелы в экосистеме и предположили, что эти крабы могут выполнять функции, утраченные в результате антропогенного вмешательства. Природа сделала все остальное. Получив пространство и надлежащие условия, жизнь умеет приспосабливаться и процветать так, что мы с трудом можем это предсказать. В тот вечер группа отправилась в западную часть Сильвервуда. Воздух в конце лета был еще теплым, и лес наполнился новой энергией. Они шли осторожно, освещая лесную подстилку мягким светом фонариков, в лучах которых поблескивали стайки красных крабов. Время от времени над головой раздавался шорох, когда мимо пролетала сова. Доктор Салазар, обычно молчаливая, повернулась к доктору Моррисон и призналась. «Я была не права. Это захватывает дух». Она благодарно улыбнулась. В последующие недели новость о крабовом чуде, обнаруженном в Сильвервуде, попала в заголовки газет по всей стране. Защитники природы воспряли духом, увидев в этом знак того, что при творческом мышлении и тщательном планировании человечество может частично устранить экологический ущерб, нанесенный веками. Строительство леса, конечно, еще продолжалось, но оно стало живым свидетельством того, что необычные решения иногда могут оживить разрушенные места обитания. Сегодня, спустя 5 лет после того, как миллионы крабов впервые переползли порог Сильвервуда, лес полон жизни. Каждое утро раздаются новые птичьи крики, в подлеске петляют следы оленей, а случайно испуганный турист может заметить ярко-красную лапу, машущую ему из-за поваленного бревна. Хотя тайны природы по-прежнему огромны и непредсказуемы,
ученые, стоящие за проектом, доказали одну вдохновляющую истину. Когда мы верим в устойчивость природного мира и помогаем восстанавливать его утраченные фрагменты, могут происходить невероятные вещи.